Первая остановка на нашем маршруте – город Гори. Это город, где родился Сталин. Прямо рядом вот здесь, напротив. Прямо в центре Гори находится парк Сталина и музей Сталина. Прямо вот в этом доме родился Иосиф Сталин. Потрясающе. Сейчас подойдем поближе. Домик старый, кирпичный, деревянный такой. Дом-музей Иосифа Сталина. Вход. Сверху построили навес. Прямо рядом с домом-музеем Сталина стоит поезд. Посмотрим, что внутри. Вход в поезд по билетам. Об этом нигде не написано. Билеты продаются в музее. Два. Вторая попытка войти в поезд. У нас есть билетики. Интересная и забавная ситуация. Короче, интересная ситуация с поездом. Туристов мало, там было буквально 2 человека. Я зашел, мне спросили билет, я купил билет, поезд закрыли, все. Поэтому начнем сначала с музея. Музей Сталина. Сталин. Турист. Когда он закончил, у него был большой дом. И кроме того, под регистрацией семинарии узнали, что Иосиф Джугашвили стал революционером. На этой фотографии ему 16 лет. В этом возрасте он мечтал стать священником. Писал романтические стихи, которые печатались. Но он очень рано выбрал политику. В основном из-за социального положения своей семьи. Его родители много трудились, но они были нищими. И так жили все простые люди. Он решил бороться за их права. Ему было 18 лет, когда он стал членом Российской социал-демократической рабочей партии. То есть эта партия существовала и в Тбилиси. Закончил семинарию, когда ему было 19, а здесь ему 22 года. В это время Иосиф Джугашвили является одним из лидеров грузинских социал-демократов. Небольшая кухонька. Еще ездил, да? Обычная ванная комната. Комната отдыха. Тут, наверное, переговорная. Но в этой части очень просторно. Да? Тут большая переговорная комната с большим столом. Стол. Вот так. Спасибо. Спасибо. Это самый настоящий вагон Сталина, который нам очень понравился. Вход туда по билету в музей. Там можно все посмотреть. Можно посмотреть его спальню, переговорную комнату. Вагон крутой. А сейчас мы идем в кафе. У каждой рыбы есть крест на голове, а у нас с этим лечут. Это дерево очень редко бывает такое дерево. Итак, кафе. Софт-дринк, кока-кола, боржоми. Давай кофейку, вот, капучино. Будем пробовать. Так, нам принесли тирамису. 2 тирамису, 2. Выглядит офигенно. Капучинка. Excuse me, bill, can I pay? Да, заплатить. Сейчас вынесу все. Да, отлично. Смешные, конечно, истории не было. Я даже немного покраснел. Подхожу к человеку, говорю,
Там бил, говорю, can I pay? А он, заплатить. Мы долго смеялись, да, заплатить. Молодой парень не знает русский. Обычно тут молодые вообще не знают русский. Счет 26 лари. 2 кофе, 2 термису, 26 лари. А вы мне потом будете в комментариях писать, что на 26 лари можно там пообедать плотно с огромными блюдами. Ребята, я в Горе. Я в Горе просто попил кофейка. Ну, правда, в центре, рядом с музеем Сталина. Друзья, мы уже почти подъезжаем к Боржоми. Осталось нам всего 19 минут и 24 километра. Уже горы не только по краям от нас, но и впереди. И там облака. И, наверное, погода в Боржоми не очень. Наверное, нас ожидают несколько дождливых дней. Можно будет потратить их с пользой, сидеть дома, никуда не выходить, делать монтаж. Ну, может быть, мы и прогуляемся, конечно, в Боржоми. А там есть ванны горячие? По-моему, в Боржоми есть горячие ванны, да? Что-то, ну, такие открытые источники, куда можно прям прийти и искупаться. Когда много деревьев, мне это нравится гораздо больше, чем ехать просто по полю. Деревья – это же красиво, особенно на фоне гор. Как будто я вернулся на 2 недели назад в Степансминду, в горы, на север Грузии. Но тут даже как-то симпатичнее, тут гораздо больше строений интересных. И дорога какая-то не такая однообразная. Боржоми нас встречает небольшой аварией. Прямо на въезде в город мотоциклист не вписался в поворот. Но, судя по всему, ничего страшного. Как я понимаю, Боржоми очень длинный город. И сначала нам надо проехать еще 5 километров до нашего дома. С ума сойти. Пытаемся найти наш отель, но, по-моему, ну как отель, наше жилище, помещение, но, по-моему, оно не здесь. Очень красивый вид на Боржоми, прям потрясающий отсюда. Тут на горе вот так строятся дома, но, похоже, нам не сюда. Очень жесткий заезд под углом вообще. Там, наверное, больше 45 градусов. Пока мы вот там внизу встали и пошли на разведку. Мы забронировали номер через Booking, но оказалось, что номера свободного нет. Люди, которые там живут, продлили номер, и он сейчас недоступен. Туалет на улице, а интернета тоже нет. Объясняют, что все в горах у них тут. Хотя на Booking был указан Wi-Fi.